Команда экспертов компании Royal Safari на этот раз отправилась за одной из самых экзотических и древних рыб мира. Мы находимся в бразильской провинции Мато-Гроссо. Мы приехали сюда за уникальным трофеем. Бразильцы называют эту рыбу траира. Но нас интересует более крупный ее подвид, известный под названием траирао или аймара. Траира обитает практически во всех пресноводных водоемах джунглевой части Бразилии, а ее более крупный подвид траирао встречается всего в 5 реках. Река, на которой мы будем рыбачить, уникальна. Я много лет искал в Бразилии место с хорошей популяцией именно крупного подвида траиры, который называется траирао. И, в общем-то, наконец-то мне это удалось. Траиру можно ловить на поверхностные приманки или приманки, проходящие в верхних слоях воды, такие как воблеры. Но так как перед нами стоит задача не только поймать хороший экземпляр, но и снять красивые атаки и свечки, то в основном мы будем ловить на поверхностные приманки, либо на попперы, либо на вот такие вот волкеры. Никакой особо сложной проводки делать не нужно. Главное, чтобы проводка была медленной и ваша приманка создавала как можно больше шума. Все волкеры с шариками, поэтому в основном мы будем использовать их, так как они очень сильно шумят. Перед нашими рыболовами открываются тысячи гектар заливных лагун. Лучшее время для ловли траиры – это раннее утро. Сейчас мы сделаем первые забросы. Я буду использовать вот такой волкер с шариками. Надеюсь, что скоро мы воочию увидим эту легендарную рыбу. Проводка нужна медленная. Если рыба промахивается, нужно забрасывать в то же место, и она обязательно атакует снова. И стоит вся рыба вот вдоль кромки вот этой травы. Зеленая трава и потом заливчик, коряги и деревья. Вот это то место, где точно стоит траира. Сейчас мы его обловим, и вы прямо можете убедиться, что она там точно есть. Игорь не ошибся с условиями ловли, подобрал правильную проводку, и вот первая рыба проявила интерес к его приманке. Сомнений нет, это траира. Вот он, наш первый трофей. Сейчас мы его с вами рассмотрим. Оп. Реальный монстр. Посмотрите на эту пасть. Небольшой размерчик, но я думаю, что мы поймаем гораздо крупнее. Важно, что это первая рыба, приманка ей понравилась, и все у нас получается. Давайте ее отпускать. С первых минут ловли траира продемонстрировала фантастические кульбиты во время поклевки. Здесь очень много под водой коряг, поэтому я стараюсь не дать ей уйти в эти коряги. Вау! Вот это давление приличное. Обалденная рыба.
Очень сильно она борется, но все уже устала, похоже. Размер трофеев потихоньку увеличивается. Сейчас мы ее взвесим. Это уже неплохой экземпляр. Так что интересно посмотреть, сколько она весит. Оп. Так. 3,5 килограмма. Ну что же, уже неплохо. Будем ждать еще более серьезных поклевок. Мне всегда нравится, когда рыба клюет все крупнее и крупнее. Это очень здорово. Спасибо тебе за отличную борьбу. Иди гуляй. Дальше. Нагуливай свой вес, чтобы до 20 килограмм доросла. Максимальный размер, который встречается в этой реке, 20 килограмм. Представляете? 20. Поклевка траиры совершенно разная в каждой ситуации. Бывает, что она выходит за приманкой, поднимает такую волну, которую хорошо видно, и следует за приманкой. Бывает, что она резко ударяет снизу, хватает и сразу уходит вглубь, в толщу воды. А бывает, что она выпрыгивает. Надеюсь, что у нас получится заснять вот эти самые красивые атаки, когда она промахивается и выпрыгивает уже сзади приманки. В то время, пока Игорь увлечен процессом ловли, гид следит за правильной ориентацией лодки в лагуне, контролирует ее движение, а также показывает наиболее перспективные направления для забросов. Слаженные действия гида и рыболова незамедлительно дают результат. Оп! Для бесшумного передвижения по акватории ловли на лодках используется электромотор. Траира вовсе не пуглива, но все же так ловить значительно комфортнее. На территории Бразилии применение электромоторов во время ловли в лагунах считается показателем высокого уровня организации рыбалки. Есть. Оп. Хорошая. Сколько она у нас? 4800. Почти 5 килограмм. Красотка. Вот уже много лет Игорь Григоренко, путешествуя по самым экзотическим странам, организует в них рыбалки. За его плечами опыт проведения различных туров более чем в 60 странах мира. Можно смело говорить, что этот человек является одним из ведущих экспертов в сфере рыбалки не только на территории постсоветского пространства, но и среди всего мирового рыболовного сообщества. Применяя на водоемах колоссальный багаж знаний и современные навыки ловли, Игорь всегда достигает поставленных задач. Помимо Бразилии, хорошие популяции аймары есть в Суринаме, в Гаяне и в Венесуэле. К сожалению, везде рыбалка на аймару сопряжена со сложной заброской и
не очень хорошими условиями проживания. В основном это палаточные лагеря. Здесь же, в Бразилии, мы нашли место, где можно совмещать рыбалку на аймару с рыбалкой на другие виды рыбы в рамках одной поездки. То есть мы приезжаем на эту реку на 2-3 дня, ловим аймару, также здесь есть паку, достаточно неплохая популяция. И можно рыбачить в Амазонии на павлине окуня, самов, паяру, арапайму и многие другие виды рыбы. То есть не обязательно специально лететь через полмира, чтобы половить только аймару. Это замечательный трофей, но очень здорово, когда его можно совместить с другими, чтобы в результате одной поездки взять 10, 15 или даже 20 разных видов экзотических рыб. Шла за приманкой, и потом, как волна такая большая, и потом 2 раза промахивалась и все равно взяла. Кстати, когда рыба промахивается, нужно обязательно замедлять скорость движения приманки. То есть траира любит, когда приманка идет медленно, особенно когда она по ней уже 1 раз промахнулась. Она думает, что рыбка ранена, и дальше уже ее будет проще поймать. Хвост какой у нее бывалый, весь покоцанный. Иди, хищник, расти дальше. Интересно, что вот эти вот волкеры, они имитируют плавающих ягуан. То есть траира очень любит кушать ящериц, которые переплывают речку. Рыбалка наша проходит на фоне фантастических пейзажей. Затопленные леса, заливные луга, огромное количество попугаев и других птиц. Мне место очень нравится. Я скажу, что даже в Амазонии немного таких красивых и интересных мест, и, безусловно, река заслуживает большого внимания. Есть. Траиры атакуют, потому что они голодные. В Бразилии очень много случаев нападения траир на купающихся людей. Чем больше шума создаст ваша приманка, тем лучше. Шум очень сильно привлекает эту хищницу. Даже когда приманка случайно цепляется за траву, я не спешу ее сдергивать, а несколько раз ударяю приманкой об воду с помощью травы, чтобы создать как можно больше шума. Я вам скажу, что ловить траиру, мне кажется, не устанешь, потому что настолько красиво она клюет все время по-разному. Атаки несколько раз выходят на приманку. Это действительно замечательная рыба, которая достойна почетного места среди самых спортивных, интересных и сильных трофеев мира. Я бы ее включил вот в свой личный топ-10. И я думаю, что далеко не на последнем месте она там была бы. Настало время передохнуть от рыбалки. Такое количество интенсивных забросов, резких проводок и, конечно же, эмоциональных поимок отнимает немало сил. Чтобы хорошо ловить, нужно хорошо питаться. Наш боевой экипаж отправляется на обед. С
специально для приготовления пищи оборудовано живописное место в самом центре джунглей Амазонии. Но Игорь не доверяет это важное занятие никому из гидов, а берется за приготовление свежепойманной рыбы самостоятельно. Сейчас мы проверим гастрономические качества траиры. Этот средний экземпляр как раз будет нам в самый раз покушать. Я думаю, что крупнее был бы уже не такой вкусный. Мы приготовим траиру на гриле с соусом из чеснока, имбиря и зелени. Также я думаю в качестве гарнира запечь томаты на гриле. Уверен, что будет вкусно, и хочется уже быстрее ее попробовать. Я смешал чеснок, имбирь и зелень в пропорции примерно по 1/3 каждого ингредиента. Все это мы заливаем оливковым маслом, так чтобы получился достаточно густой соус. И потом этим соусом мы смажем рыбу. Здесь маслом вы ничего не испортите, потому что масло предохраняет рыбу от пересыхания во время приготовления. Можно соль добавить в соус. Я обычно добавляю часть в соус и также добавляю еще соль непосредственно на саму рыбу. Добавим еще специи. Они тоже ничего не испортят однозначно. И теперь самый ответственный момент — это соус. Нужно его обязательно еще раз как следует перемешать. Пахнет замечательно. И нанести на рыбу так, чтобы масло все мясо покрыло и оно ни в коем случае у нас с вами не пересыхало. Дерево, на котором мы готовили, называется джожоба. Я прям чувствовал вкусный такой привкус дыма, и этот дым, он не едкий, как дым из обычного дерева, а очень легкий, и он прям, не знаю, с чем его сравнить, очень нежный и ароматный. Посмотрите, цвет этой рыбы фантастический получился. Будем снимать пробу с этой замечательной на вид рыбы. Просто вообще бомба. Не слишком жирная, не слишком сухая. Такая интересная достаточно на вкус, ни на что не похожая. Немного костей. Посмотрите, мясо какое. Я очень доволен тем, что получилось из траиры. Сейчас мы пополним силы и пойдем дальше рыбачить. Вечерняя зорька приближается. Прямо из-под самых деревьев ее вывел. Красотка какая. Вот это сила. Сила и ярость. Вот это, конечно, агрессии в ней миллион. Ай!
Наконец-то попался крупный экземпляр, хороший. Это, конечно, не мировой рекорд, но очень неплохой экземпляр. Посмотрите, вот его размер. То еще, не дай бог, сорвется. Ударила снаружи. То есть у нее крючок фактически снаружи пасти, снизу, но вроде сидит неплохо. Сейчас попробую ее зацепить. Опа! Хе-хей! Посмотрите на это вообще чудище. Вот когда я в детстве смотрел картинки кистеперых рыб доисторических, они выглядели примерно так же, как и этот экземпляр. Очень симпатичная рыба. Посмотрите на ее пасть. Реально доисторический монстр, который дожил до нашего времени благодаря своей способности дышать не только с помощью жабер, но и поднимаясь на поверхность. То есть в любом болоте, где мало кислорода, она отлично себя чувствует. Спиннинг отлично зарекомендовал себя как способ рыбалки, но стоит уделить внимание и другой технике ловли. Попробуем поймать траиру нахлыстом. Нахлыст результативен во время ловли в верхних слоях воды, а траиру наш эксперт сегодня только так и ловит. Я попробую муху местного бразильского производства. Это вот такая имитация неизвестного насекомого. Надеюсь, что на нее что-нибудь удастся выловить. Есть! Все-таки она вышла на моего неизвестного науке жука. Так, попробуем ее зацепить. Небольшая, конечно, рыба. Стой. Но, тем не менее, мы ее хотели поймать на нахлыст. Мы ее поймали. Вот она. Причем это именно тот подвид, который вырастает до больших размеров. Но, к сожалению, этому экземпляру еще нужно подрасти как следует. К сожалению, наша рыбалка на траиру закончилась. Мне очень понравилось. Рыба очень спортивная, агрессивная. Впрочем, вы и сами все видели. Выходит на свечки легко, атакует в самый неожиданный момент. Бывает, что уже достаешь приманку в катер, и в этот момент удар. Адреналин сразу прям подскакивает. Шикарная просто, шикарная, боевая, интересная, очень экзотическая, классно выглядит. Жаль, что не взяли действительно выдающийся трофей. Самая крупная, то, что мы подняли в катер, была весом 5 килограмм, а сошла вот прям возле катера, наверное, чуть больше, где-то может быть 6-6,5. Хотелось взять серьезный трофей за 10 килограмм, но будет повод сюда вернуться.